Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Без добавления яиц получается вкусное овсяное печенье. Ничуть не хуже того, что продают за большие деньги в магазине. А рецепт на самом деле очень прост. Им я с вами сегодня и поделюсь. Давайте начнем. В состав печенья для его сладости и вязкости будет входить курага и изюм. 100 граммов и 50 граммов соответственно. Их предварительно промываем и заливаем крутым кипятком на 5-7 минут. За это время как раз успеем измельчить овсяные хлопья. Можете взять готовую овсяную муку. Я же измельчаю хлопья не быстрого приготовления, а те, которые следует варить, в количестве 200 грамм. Ее смешиваю с пшеничной мукой в количестве таком же. Добавляю 3 грамма молотой корицы, 10 граммов разрыхлителя для теста, рассчитанных на 400 граммов муки, читайте обязательно на упаковке, и немного соли, буквально 1/4 чайной ложки. Подготовив все сухие ингредиенты, вернемся к изюму и кураге. Отжимать их не нужно от лишней воды. Сразу перемещаем в чашу измельчителя. Если измельчителя нет, используйте обычную мясорубку или блендер на крайний случай. Добавляем 140 граммов сахара и сразу же 120 граммов мягкого сливочного масла. Взбиваем все вместе. Напомню, что если нет измельчителя, пропускаем изюм и курагу через мясорубку, а сливочное масло с сахаром взбиваем миксером отдельно. К этой масляной основе доливаем половину воды. Всего по рецепту нужно 70 мл. Перемешаем. Поначалу это кажется невозможным. Масляная составляющая отходит. Но все-таки все размешивается в конечном итоге. Можно начинать подсыпать сухие ингредиенты. Немного загустили основу. И вот теперь доливаем еще воду, ту, которая осталась. Тесто должно быть вязким, чтобы перемешать его хорошо. Остальные сухие ингредиенты уже подмешиваю на рабочем столе, чтобы чувствовать структуру теста. Муки дополнительно мне не понадобилось, ушла вся сухая смесь. Тесто держит форму и не липнет к рукам. Даем ему отдохнуть буквально на 10-20 минут, убираем просто в холодильник. И можно работать дальше. Конечно, можете отщипывать кусочки теста, сделать круглые шарики и придавливать их уже на противне, таким образом делая плоские печенья. Но раскатывая сразу все тесто и вырезая стаканом, мы получаем более одинаковые печенья. Толщина теста 1 см, диаметр круга 5,5 см. Обрезки соберем и также раскатаем в последующем. На один лист противня вошло 28 штук. Пергамент я всегда использую силиконизированный. Вы просите уточнять. Он не требует смазывания. Температура выпечки 200 градусов, время 12 минут. Если печенье продержите меньше 12 минут, оно будет более мягким. Если больше 12 минут, то более хрустящим. Из остатков сделаем еще печенье. Выпекать будем следующей закладкой. В итоге у нас получится 36 штук. Обратите внимание, что сразу из духовки печенье будет мягким, но по мере остывания становится тверже. Поэтому не обманитесь и не передержите печенье в духовке. И что ж, печенье у нас остыло, вышло 770 грамм вкусного домашнего лакомства. Смотрите, какое оно на разломе. Внутри печенье не жесткое, жевательное, если можно так выразиться. Но, конечно же, все эти моменты зависят от толщины самого печенья и времени выпечки. Это все можно регулировать. Печенье в любом случае вкусное, сладкое, не влажное, но и не очень сухое. Похоже на то, что продают в магазине, но, конечно, из более натуральных продуктов. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями, жду ваши комментарии. Пока!